Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про свой новый велоприцеп к электрическому велосипеду, который делался на заказ. Вот он перед вами. С ним я уже проехал 100 километров. Вот в таком красивом месте нахожусь. Извините, возле красивого карьера уже второй день. Что хочу сказать? Да, с самого начала. На вопрос, где взял. Делался в Украине, делался, извините, видите, что-то першит в горле. Все-таки природа, конец сентября, немножко прохладно. Да, делался в Украине, делался он в Днепре. Мастер Петр Великанов. Он есть и в Фейсбуке, он есть в Инстаграме. Пожалуйста, ищите, договаривайтесь с ним, если вам нужно сделать такой прицеп. Я заплатил за него полную стоимость, без всяких скидок. Обошелся он мне в 7500 гривен по состоянию на вторую половину сентября 2022 года. Курс доллара 41, примерно 41-42, вот так вот. То есть считайте сами, сколько в долларах. В эту стоимость вошло изготовление прицепа, ну плюс 350 гривен пересылка сюда, забыл сказать. Изготовление прицепа, вошла ножка и вошли катафоты, то есть колеса на подшипниках, все вот это, кроме флагштока и флага. Это у меня со старого прицепа, это мое. То есть все крепления, все гужоны, которые необходимы, болты, значит, все вошло в эту цену. Хочу сказать, что впечатления мои после первых 100 километров, которые я проехал, позитивные на 95%. Но сейчас давайте немножко о конструктиве. Я немножко поменял место, потому что начало солнце бить в лицо и стало не очень комфортно рассказывать. Значит, этот прицеп двухколесный. Вот. Состоит он из металлической трубки, не алюминиевой. На мой взгляд, это только плюс. И днище сделано из влагостойкой фанеры. Колеса 16 размер. То есть, на мой взгляд, то, что надо, немного, но и немало. Вот эта часть. Давайте начнем снизу, да? Снизу. Вот эта часть сверху, она снимается. Вот, П-образная. И по верхнюю вот эту планочку, получается, прицеп становится ниже. То есть, например, если нужно перевести какие-то там лежащие грузы, и надо, чтобы был не габаритный, то она вот так снимается, и можно сделать прицеп ниже. Есть определенные недостатки. То есть давайте так, в целом мне прицеп очень нравится. Он, ребята, реально очень легкий, ну вообще легкий. То есть видите, я могу как бы, как хочу его, так и двигаю, да. В целом мне прицеп этот очень нравится, но есть определенные недостатки. Они обусловлены все-таки тем, что он делался, ну как можно сказать, эмпирическим путем под маленький велосипед, с учетом моих каких-то нетехнических пожеланий. Поэтому, ну и с учетом того, что мастер в Днепре обладает определенными конструкционными возможностями, да, вот, то есть мы вот это из этих двух вещей и слепили вот то, что получилось. С чем я столкнулся вот с самого начала эксплуатации прицепа? Первое, подножка передняя. Это очень хорошо, чтобы вот так как поставил прицеп и загружать прицеп. Но я не учел то, что назад он падает точно так же хорошо, как и вперед. И центр тяжести у него достаточно смещается быстро, буквально чуть-чуть, и он пошел вниз. И загружать в таком положении прицеп очень неудобно. Нужна обязательно какая-то подножка сзади. Я приеду, буду этим заниматься. То есть или упоры выдвигающиеся, или один упор, или просто обычная подножка. Но это надо обязательно делать, потому что я когда в Киеве грузил для поездки, честно говоря, ну, я замучился, и мне пришлось под заднюю часть прицепа подкладывать
ну, подставку деревянную, чтобы у меня он не падал и все не ехало туда. Дальше. Давайте так, от мелочей к маленьких недостатков крупных. Катафоты я попросил Петра, он сделал в комплекте. Но с катафотами получилась такая интересная особенность. Они выступают за габариты прицепа. И один катафот я тут же сломал просто ногой вот так, когда проходил, ударил. Они пластиковые. То есть я подумал, что вопрос в том, когда я останусь без всех катафотов, это только вопрос времени. А они, я считаю, нужны обязательно. Поэтому я что успел на передних двух катафотах, я вырезал металлическую пластину и прикрепил сзади металлическую пластину по размеру катафота. То есть сделал такое усиление. Сзади я это сделать не успел, потому что там фигурная. Я это все делал буквально в день перед выездом. То есть я приеду и буду заниматься задними катафотами. Вот передние, вот такое сделал как бы усиление. Дальше. Вот это передняя верхняя часть, которая снимается. Здесь есть система зажимов вот этой части, потому что он вставляется трубка в трубку. О, концерт лягушины начался. Ладно, думаю, нам не помешает. И, соответственно, чтобы не выскочило, нужно чем-то зажать. Петр это мастер. Петр в Днепре решил этот вопрос по велосипедному. Здесь есть такой приливчик приваренный, и в нем внутренний гужон со всех 4 сторон. То есть ключиком, не ключиком, да, ключиком, этот гужон закручивается. Вопрос решен по велосипедному, но не по туристически. То есть везде, где надо какой-то ключ, это уже, ну, не то что минус, но желательно этого избежать, потому что ключи теряются, как правило, да, их может не быть. Потом их нужно достать, закрутить. Нужно сделать так, чтобы это все делалось руками. Поэтому я бы здесь, конечно, сделал маленький барашек и уже вот этими барашками как бы закручивал. Ну, что сделано, то сделано. Конечно, я сейчас переделывать ничего не буду. Вот. Плюс у меня в гараже хранение идет без верхней части. То есть мне придется постоянно приехал, достал ключ, открутил, вытащил. Ну, страшного ничего. Но в принципе, знаете, это как бы минус время. Соответственно, вопрос решен не совсем по велосипедному. Дальше. Я попросил мастера сделать вот такие крючки по образцу моего одноосного прицепа. У меня есть видео, вы его должны смотреть, где я рассказывал подробно об этих крючках. Это очень удобная штука, чтобы крепить резинки. Но вот эти вот два крючка оказались абсолютно нефункциональные. То есть, ну, потому что получается, резинка идет по колесу. Не знаю, зачем мастер это сделал. То есть они уже для красоты. Если эти два еще, да, можно как это прицепить, то эти два, ну, они просто тупо не рабочие. В принципе, конечно, мастер, который делал, он сам велосипедист опытный. Мне кажется, это можно было предусмотреть. Самый главный недостаток, который я обнаружил, заключается в следующем. Сейчас я возьму сумку и покажу. Ну вот, допустим, вместо сумки у меня будет этот гермомешок. Я кладу этот гермомешок вот таким образом. Вот. И если он стоит здесь, четко, при малейшем смещении, любая сумка, любой гермомешок попадает в колесо. Что спереди, что сзади. Это серьезный минус. В беседе с мастером, мастер мне пояснил, что он думал, у нас правда был об этом разговор, что я буду делать сумку из какой-то ткани кордуры. Ну, любая сумка, она имеет свойство прогинаться. А тут достаточно буквально нескольких сантиметров, и сумка будет в колесе. Все. Соответственно,
к чести мастера, когда я ему позвонил и рассказал эту ситуацию, я предложил такое решение, что мастер мне высылает бесплатно вот эти трубки полностью по периметру, а я у себя в гаражах уже там за пузырь или еще как-то за какую-то денежку или просто по дружбе сюда варю вот эту трубку по периметру, и таким образом мы решим вопрос с попаданием сумок в колесо. То есть сюда я доехал, я просто паковал все так, чтобы эти части были перекрыты чем-то жесткими, ну там стойками от генератором, стойками от тента. Но вообще это, конечно, косяк, прямо скажем, который можно было продумать. То есть либо вот так гнутую трубку пустить, либо вот так пустить с обеих сторон, ну неважно. В общем, маемо то, что маемо, да. И этот вопрос нужно решать, и решать как бы срочно, в срочном порядке. Вот, с мастером мы договорились, еще раз скажу. Так что я приеду, этот вопрос буду решать. Все это происходит, еще раз повторюсь, по сути не по вине с одной стороны мастера, точнее это не совсем его вина, это наша общая вина. Потому что все это делалось из моих художественных как бы пожеланий и технических решений мастера, и при этом какие-то такие вещи неизбежны. Я спокойно к этому отношусь, абсолютно. Вот. Дальше, с тыльной стороны прицепа я сделал светоотражающую ленту, но я ее буду переделывать, потому что я либо наклеил ее не той стороной, ну, в общем, она ничего не светоотражает, к сожалению. Вот, и мне придется, не знаю, то ли она от времени испортилась, потому что она старая, то ли, повторюсь, я наклеил не той стороной, не проверил. В общем, приеду, буду разбираться, эту ленту я обязательно сделаю светоотражающей. Вот. Дальше. Вот тут такая некрасивая поролонка, видите, сделана. Что я обнаружил? Когда вставляю в флагшток, при движении идет вибрация. И вот металл и металл, ну, выдерживать это больше 3 секунд реально просто невозможно. Повторюсь, я это делал буквально в день перед выездом, то есть масса вопросов. Временно я тупо обмотал поролоном, я приеду, буду как-то красиво этот момент решать, потому что, ну, ездить реально как бы невозможно вот с такими вещами. Надо какую-то делать красивую прокладку, либо каким-то еще другим образом. Здесь находится, вы видите, отлив под мигалку, очень функциональная вещь, кстати. Реально у меня мигалка работала всю дорогу практически, я сюда ехал 6 часов. А сюда я проехал 100 километров, мигалка работала всю дорогу, и она реально очень нужна. То есть опять по моей просьбе мастер сделал такую мигалку. Ну и вот с этой стороны мастер сделал, это не моя просьба, это его инициатива, сделал такой отлив под фонарик. То есть... В принципе, полезная достаточно вещь, спасибо ему большое. Не всегда этот велоприцеп будет буксироваться на велосипеде. Может случиться ситуация, когда вечером мне надо будет его, например, протащить какое-то количество метров, и при этом там, чтобы мне фонарь в руках не мешал. То есть я цепляю сюда фонарь, вот, и, допустим, буксирую его необходимое количество метров. Дышло имеет ручку тоже для перетаскивания прицепа вручную. Единственное, с моим ростом 1,80 м мне приходится где-то вот так его буксировать. Ну, это не проблема, ручка удобная. Единственное, я сюда хочу, Петр ее сделал эргономической такой даже. Я сюда все-таки хочу найти какую-то такую красивую, ну, или поролончик красивый, или велосипедную ручку. Я еще буду думать, чтобы оно было, ну, какая-то тут была такая ручка красивая. Крепление дышла к прицепу. Здесь небольшой у мастера тоже косяк. Косяк достаточно такой серьезный, я считаю. Мастер положил обычные болты, ну, образно говоря, которыми парты в школе прикручивают, вот на 6.
И один из этих болтов у меня просто слезался в первый же день при затяжке, да, то есть опять я тянул не то что со всей дури, но аккуратно тянул, и тем не менее он слезался. Пока, учитывая, что я ехал по очень хорошей дороге, без ям, я ничего не стал делать, я подумал, что этого будет достаточно, но по приезду эти болты будут заменены обязательно или на каленые, или на маркировочные с хорошим качеством. То есть изначально болты, которые я положил в мастер, они не годятся к этому прицепу. Есть у меня небольшие эмпирические сомнения в том, как прицеп, как это крепление выдержит, допустим, при долгих вибрационных нагрузках. Вот. Но тут, понимаете, или встретишь мамонта, или не встретишь мамонта. 50 на 50. Этот прицеп, по большому счету, он не очень хорошо переносит плохого качества дороги с большим количеством несимметричных ям или с большим количеством поперечных рытвин. Он туда ныряет двумя колесами, подпрыгивает, выныривает, в итоге бьет как бы дышлом у меня в крепление. Ну, с караваном, кстати, на автомобиле у меня было то же самое, когда я ездил. Поэтому это надо учитывать и сбрасывать скорость, и ехать очень аккуратно и немножко наискосок. То есть, если вы видите, что у вас там поперечно вымоена от ручья, то не прямо ее переезжайте, а берите немножко, чтобы сначала прицеп в бок. Одним колесом заехал плавно раз, и потом вторым медленно. То есть, если с дури туда влетать, бух-бух, ну... как бы могут быть вопросы, но это, а могут и не быть вопросов. То есть это покажет только практика. Какая его грузоподъемность? Ну, по словам мастера, не более 37 килограмм. Там 37-40 это большой максимум. Меня это вполне устраивает. Вот сюда я ехал примерно с 80% планируемой загрузкой. Это генератор, это все, что необходимо. Генератор 12 килограмм с 2 литрами бензина в баке. Ну и все остальные вещи, ну пусть еще 10 килограмм, ну не больше. То есть это 22-25 килограмм, примерно так. То есть в принципе, это почти все, что мне нужно в дальних путешествиях. Я не собираюсь на этом прицепе возить мешки с картошкой, с полей там тонны капусты. Это исключительно электроприцеп, который предназначен для велопутешествий с теми вещами, которые мне нужны именно в путешествиях. Вот. Поэтому, собственно говоря, такой заказ мастеру и был. Дальше, что еще? Что еще я забыл сказать? Ну, про влагостойкую фанеру я сказал. Кстати, очень удачное решение. Очень удачное решение. Что сделать вот здесь? Сначала, с нижней части, сначала я думал заказать в ателье сумку такую. Но вы знаете, я сейчас начинаю передумывать, потому что концепция возить вещи в гермомешках мне начало нравиться все больше и больше. То есть это модульная система. Ты просто поставил гермомешки, их у меня штук 6. Плюс их можно купить спокойно. И гермомешок решает сразу две проблемы. Первая — это проблема транспортировки. И вторая проблема, это очень важная проблема, это проблема намокания. Я сюда сшил тент. Вот. То есть из непромокаемой ткани. Но тем не менее, гермомешок практически решает на 100%, или гермосумка, проблему попадания воды. И ты поставил дык-дык-дык-дык, вот так это все. И тогда, получается, мне не надо это сумкам. Уж это стоит очень дорого сейчас в Украине у нас. Ну, я даже боюсь сказать, сколько это будет стоить. Да и в принципе не нужно. Да? То есть, если гермомешок есть, то этот тканевый чехол, он просто не нужен. Вот. Ребята, что я вам хочу сказать. Я очень благодарен мастеру за составление этого прицепа. Реально, ну вот, классно сделан, все четенько. Покраску я заказал с грунтовкой, с хорошей, потому что все-таки это не алюминий, буду за ним следить. Да, давайте я покажу, какой он с этой стороны, что там. Вот тут идет такая ромбовидная рама, видите?
Вот, и он, еще раз повторюсь, очень-очень легенький. Ну вот, я его поднимаю. То есть, ну не знаю сколько весит, ну килограмм, может 10-12. Это очень классно. И я его практически за велосипедом не чувствую. То есть вот он и едет, и едет. И вот с этим прицепом моя концепция и задумка путешествий на электровелосипеде на дальнее расстояние с генератором и со всеми необходимыми вещами, удобными в туризме, она, в общем-то, решена, что показывает это путешествие. Вот так. Поэтому, наверное, все, что я вам хотел сказать. Если что-то забыл, пожалуйста, задавайте вопросы в комментариях. Желаю всего самого-самого хорошего. До свидания.